Привет, друзья и гости канала «Мама в творчестве». Меня зовут Таня, и в этом видео я хочу вам показать, как я делала вот такую симпатичную елочку из шишек. Елочка у меня получилась высотой 74 сантиметра, верхняя часть 37 сантиметров и нижняя часть тоже 37 сантиметров. На мой взгляд, самое интересное в этой елочке — это верхушка. Как сделать верхушку из палочек, тоже смотрите в моем видео. Идею мне подсказала моя подписчица в Инстаграм. Она написала, что надоели елочки из шишек, с верхушками вернее, да, из шишек. И предложила свой вариант. На мой взгляд, это очень оригинальный вариант. И, в принципе, я попробовала, мне понравилось. Тоненькие палочки я соединяла между собой при помощи горячего клея и потом окрасила в акриловую краску белого цвета. Поэтому, если вам интересно сам процесс, смотрите видео дальше. Еще в этой елочке интересно ее ствол, да, то есть изначально я думала, что елочка сама будет меньше, но так получилось, что елочка большая, из-за того, что шишек много и игрушек много на ней. Конус там внутри этой елочки 30 сантиметров высота. Поэтому я думала, что она будет меньше, и собирала палочки тоненькие, да, ну, толщиной где-то с указательный палец. Но когда я уже сделала верхнюю часть, я поняла, что не выдержит она просто, потому что сама по себе она довольно-таки тяжеленькая. Поэтому у меня было 3 палочки, 3 ветки. Я их собрала на улице, потом буквально за пару дней на батарее они очень прекрасно высохли. Я их соединила вместе при помощи скотча и еще зафиксировала, чтобы плотнее они держались друг к другу при помощи бечевки, да, чтобы они так плотненько смотрелись. И потом тоже задекорировала, слегка нанесла белую акриловую краску. Горшок, так как я уже сказала изначально, думала, елочка будет меньше, но елочка оказалась больше. Я покупала, мне пришлось ехать в магазин и купить другой горшок. Горшок здесь 12 сантиметров, но я не жалею, потому что в этом магазине я встретила вот такой снег искусственный. Он похож, знаете, на что? Вот как либо клей тонким слоем, вот если он высыхает, разрезать его, либо как целлофан, но плотненький. И в то же время он очень легкий, воздушный. Поэтому, как бы, ну да, я могу сказать, что мне снег понравился, работать с ним хорошо. Единственное, что потом очень много его рассыпается, да, и уборка, естественно. То есть этот снег будет по всей квартире. Поэтому, если будете работать с подобным снегом, имейте в виду. Дальше, что касается шариков, я хотела сделать вообще эту елочку в одном стиле, но пришел мой старший сын и сказал: нет, мама, давай делать разноцветную, будем использовать шарики 3 цветов: синий, красный и зеленый. Так что у нас елочка получилась такая веселая. Дальше за основание я, как уже сказала, взяла горшок 12 сантиметров высота. Для утяжеления использовала строительный гипс и декорировала вот бечевкой, но бечевка у меня тоненькая, да, в строительных магазинах тонкая только продается, поэтому пришлось мне несколько раз этот горшочек декорировать, чтобы плотно так смотрелось. Так что вот такая елочка у меня получилась. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. А сейчас, если вам интересно, как сделать эту елочку, то тогда оставайтесь со мной и смотрите видео дальше. Итак, мне понадобится конус из пенопласта, высота 30 сантиметров. Я уже обклеила его мешковиной и сейчас буду делать отверстие для ствола из веточек. Чем больше у вас веточек, вот как в моем случае 3 штучки, тем больше у вас должно быть это отверстие. Вот шишки, которые я использовала. Приклеиваю шишки при помощи горячего клея. Здесь я их приклеивала
по очереди и желательно плотно друг к другу, но на разном уровне. То есть какая-то шишка ниже, какая-то выше. И чтобы закрывала вот это вот основание, да, дно, чтобы закрывала конуса, чтобы не было его видно. После того, как я проклеила первый ряд, я начинаю приклеивать шишки второго ряда. Клею их между шишками первого ряда. Вот что получается на данном этапе. Еще я хотела сказать, что когда уже приклеиваю шишки второго, третьего ряда и так до самого верха, до самой макушки, клей наношу уже только на верхнюю часть шишки. Вот такая елочка уже вырисовывается. И видите, там остались места между шишками. Там я буду доклеивать шишки тоже. В эти пустоты буду доклеивать дополнительные шишечки. Теперь буду заниматься верхушкой. Отламываю вот маленькие веточки разных размеров, ну, примерно где-то 5-6 сантиметров. Именно для верхушки. Я уже рассказывала в начале видео, что мне подсказала одна из моих подписчиц в инстаграме попробовать такой вариант верхушки. Значит, я поломала, да, сколько смогла тоненьких веточек, и сейчас буду их приклеивать к верхушке при помощи горячего клея. Вот про этот искусственный снег я рассказывала в начале видео. У меня пакет 250 грамм, в продаже был еще пакет 100 грамм. Я высыпала его в отдельную емкость, чтобы мне было проще с ним работать. Затем я взяла клей ПВА и буду смешивать его с белой акриловой краской. Пропорции точно сказать не могу, где-то примерно 60 на 40, наверное, краски больше. Немножко, потому что потом я ее добавляла. Сначала я сделала 50 на 50, но потом все-таки добавляла краску. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы делали такого плана шишки, да, с снегом искусственным, а вдруг, то какие пропорции вы соблюдали. Начинаю наносить краску на нижние шишки и сразу же посыпаю искусственным снегом. Итак, прохожусь по всей елочке. По верхушке также прохожусь белой акриловой краской и посыпаю снежочком. Дальше мне нужно сделать ствол елочки, поэтому я соединяю вот эти три палочки, буду склеивать их при помощи горячего клея, а также для лучшей фиксации буду связывать в нескольких местах при помощи бечевки.
Сейчас буду приклеивать елочные игрушки при помощи термоклея. Маленькие сверху, побольше снизу. Когда все игрушки приклеены, я прохожусь по ним белой акриловой краской. Сейчас буду увеличивать отверстие для ствола ножницами. Теперь уже взяла ствол и проверяю, подойдет ли к основанию. Горшок я также обклеила мешковиной. В качестве утяжелителя я использую строительный гипс. Развела его с водой, хорошенько размешала до состояния густой сметаны и теперь заливаю в горшок. Сейчас в это отверстие, которое я сделала специально для ствола, буду заливать термоклей, чтобы ствол хорошо закрепился. Залила и сразу же надо крепить ствол и держать некоторое время, чтобы клей схватился. Затем прямо сажаю елочку в горшок. Доливаю немного строительного гипса, если необходимо, и оставляю на долгое время. У меня стоял горшочек с елочкой ночь. Горшочек тоже обклеиваю мешковиной, потому что если оставить так, то будет все-таки выбиваться светлый цвет строительного гипса, поэтому я приклеиваю мешковину. И сейчас буду уже декорировать основание при помощи мешковины, буду завязывать, как бы подвязывать. И для этого буду использовать бечевку. И как завершающий этап оставлю немножко снега именно на основании. Термоклей наношу и потом посыпаю сверху искусственным снегом. Слегка прижимаю, чтобы снег немножко приклеился. И в самом конце захотелось мне добавить немножко белой акриловой краски. Ее я наношу прямо на мешковину, вот прямо на горшочек. Итак, друзья, вот такая замечательная новогодняя елочка у меня получилась. Мне кажется, она будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в гости в Instagram, там я выкладываю больше фотографий и там больше живого общения. Всем спасибо за внимание, пока-пока!